Сегодня всем известный день, когда на Землю возвращаются злые и заблудшие души. Каждый год с 31 октября на 1 ноября намечается некий праздник под названием Хэллоуин. Основная задача темных сил – нанести вред живому человеку. А главная задача человека – запутать злые души и выдать себя за своего, ведь как только наступит утро 1 ноября, вся тьма вновь отправится в свой мир. А теперь поставьте лайк, подпишитесь на канал, и я расскажу вам происхождение этого праздника и самые важные и интересные факты. Погнали! Начало Хэллоуину положил один шотландский поэт по имени Роберт Бернс в 1785 году. Он написал именную поэму «Хэллоуин», описав в ней, как данный праздник отмечают шотландские крестьяне. Главное внимание здесь уделено гаданиям на суженого. Несмотря на всю мистическую составляющую, поэма оказалась довольно интересной и познавательной. Автор подчеркнул для народа, что этот праздник прежде всего веселье, а уже после повод попугаться самому и близким. Если копнуть еще глубже, то можно узнать, что история возникновения праздника Хэллоуина уходит в глубокую древность, когда кельтские народы жили по своему собственному природному календарю, где существовало лето и затем переход в зиму. Когда наступало время зима близко, они полностью завершали сбор урожая и начинали заниматься гуляниями и празднованием. А теперь важно внести немного ясности, и звучит она так. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVIII веке как шотландское сокращение английской фразы «All Hallows Even» – «Вечер всех святых». «Even» – сокращение от «evening» – «вечер». По-шотландски читается как «Хэллоуин». Важно дословно понимать происхождение данного слова, чтобы целиком и полностью погружаться в дальнейшую историю. У народов того самого времени существовал дичайший страх перед зимой. Они считали, что это связано с борьбой светлых и темных сил. То есть наступление холодов для кельтов – это вмешательство темных сил и полное понимание, что теперь у руля тьма. И одним из существующих фактов того времени считалось, что с 31 октября на 1 ноября открываются ворота в загробный мир. В это время все усопшие вновь приходят на землю, требуя жертвоприношений. А для того, чтобы мертвые не тревожили живых, одновременно с этим днем был поминальный. Чтобы отогнать злых духов от своих жилищ и поддержать добрых, проводился Самайн. Люди разводили костры, горение которых поддерживали в течение всей долгой зимы. И только с приходом дня весеннего равноденствия гасили. Считалось, что таким образом они защищают не только себя, но и поддерживают добрые силы в борьбе с нечистью. Люди наряжались в шкуры диких животных, которые, по поверьям, должны были отпугивать незваных гостей. Чтобы задобрить нечистую силу, возле порога дома хозяева выкладывали различные щедрые угощения. Отсюда и пошла традиция и уклад наряжаться в страшные костюмы, для того, чтобы запутать злых духов и выдать себя за своего, а к утру все вставало на свои места. Основным символом этого дня является тыква, которая на первый взгляд может отпугивать самих же людей. Но дела обстоят ровно наоборот. Тыква отгоняет злых духов. Касательно происхождения данного символа Хэллоуина существует легенда, которая звучит так. Однажды жил кузнец Джек. Он был жаден и скуп, но ему удалось обмануть самого дьявола целых 2 раза. Один раз он уговорил дьявола превратиться в монетку, после чего положил ее в карман с маленьким крестиком. Второй раз уговорил дьявола вселиться в дерево, на котором нацарапал крест. Дьявол был удивлен находчивостью кузнеца Джека и в дар ему дал вечную жизнь. По итогу в рай его не пускали, и ему приходилось скитаться по свету. Он потерял все, кроме единственного уголька. Он спрятал этот уголек в тыкву и таким образом защищался от ветра и дождя, превратив плод в своеобразный фонарик. И появилось название «Фонарь Джека». В целом, страна США – это то место, откуда происходят инновации и задаются тренды.
Изначально этот день был связан с пониманием умерших, и его не превращали в страшное шоу. Но умы из океана даже из данного дня сделали целый карнавал веселья. А именно, стали наряжаться в костюмы скелетов, монстров, вампиров, мумий, черных кошек и даже в летучих мышей. Для начала они пугают прохожих на улицах, а после собираются устраивать шабаши нечисти в местных пабах и клубах. Также на домах вывешиваются искусственные трупы и скелеты, и другие атрибуты, связанные с мистикой. В целом этот день отмечается как настоящий праздник, где все веселятся, танцуют и радуются. Но за весельем и радостью всегда может стоять боль и страдания, и халатное отношение веселящихся приводит к потере бдительности. И вот пример. В 1973 году в округе Мэдисон, США, Джеральд Тернер убил 9-летнюю Лису Энн Френч. Во время праздника девочка ходила по домам и собирала сладости. Когда Лиса пришла в дом Тернера, он напал на нее, долго издевался, а затем убил. Преступник получил прозвищем «Хэллоуинский убийца». Пока народ сохранял традиции и обычаи, радовался различным цветам праздника, в особенности черному и оранжевому, где черный символизировал смерть, а оранжевый – сбор урожая. Маленькая девочка испытывала ужас перед своей кончиной. Она не думала, что этот праздник будет для нее последний. К слову, между делом, большинство даже и не знает, какое животное является живым символом данного праздника. А именно, это черные коты. В древние времена они считались помощниками темных сил. Считалось, что ведьмы отправляли котов для разведывания обстановки к людям, либо же сами ведьмы обращались в хвостатых. Шло время, и люди больше не могли терпеть страх. А значит, в этот кульминационный момент пришлось пойти против ведьм и котов, и началось массовое истребление. Забавный факт, но котов даже приводили в суд, одевали в человеческую одежду и выносили смертельный приговор. Отсюда вытекает интересное поверье. Нельзя пускать в дом черного кота, потому что в виде животного к вам может прийти нечистая сила. Нельзя оставлять дома на ночь котов, а в дополнение нельзя убивать пауков и оставлять белье на веревке, потому что после захода солнца в него может вселиться нечисть. Поэтому всякий раз, когда вы заметите на улице черного кота, помните, что у него есть своя огромная и древняя история. В 2005 году, переодевшись пожарным на Хэллоуин, журналист одного из ведущих глянцевых изданий США, Питер Браунштейн, проник в дом своей коллеги. С собой он захватил шприц с запрещенными веществами, нож, веревку и видеокамеру. Мужчина усыпил жертву, после чего 13 часов жестоко издевался над ней, снимая происходящее на камеру. Позже в суде мужчина сообщил, что пытался совершить нестандартный уход из жизни. По словам Браунштейна, он надеялся на то, что полицейские расстреляют его на месте. Суд присяжных приговорил экс-журналиста к 20 годам тюрьмы. Не все сладости могут быть действительно вкусными и полезными. Как пример, в 1974 году в Техасе Рональд Кларк О'Брайен убил собственного сына Тимоти Марка О'Брайена. Мальчик скончался после того, как съел конфету с цианидом калия. Как оказалось позже, Тимоти был застрахован на кругленькую сумму, которую хотел получить отец у страховой компании после смерти сына. Чтобы отвести от себя подозрения, отец подбросил отравленные конфеты в сумки всех своих детей. Однако следствие выяснило, что ни в одном доме, в котором были дети, им не дали такой марки конфет. Рональда приговорили к смертной казни в 1975 году. Казнен он был через 9 лет. Фильмы о Хэллоуине рассказывают нам многое, большинство из них сняты достаточно давно, но из многих сериалов нам все-таки продолжают говорить важные вещи. В эпизоде сериала «Сверхъестественное» под названием «Вот так тыква» Сэм Винчестер, Самайн – это имя демона, из страха перед которым как раз и появились все хэллоуинские ритуалы. Происхождение данного праздника можно трактовать по-разному. Кто-то называет Хэллоуином,
а кто-то самайнским днем, поскольку в этот день на Землю является демон, который пытается терроризировать людей до самого конца праздника. И кто не выполнит определенные условия задобрения, будет подвержен нашествию Самайна. Узнав о всем недавно сказанном, вы в полной мере можете представить себе, что такое Хэллоуин. А именно, он имеет две стороны. Кто-то считает, что это праздник, да, пусть темный, но все же праздник, где нужно веселиться и просто наслаждаться раз в году этим днем. Другие же считают, что это день, когда вся нечисть выходит наружу, запудривает мозги, чьи умы подвержены страху и плохим поступкам. Но если с мистикой все понятно, то с людьми не совсем. Ведь на примере нескольких историй сегодня мы поняли, что человеческий разум может сходить с ума и постепенно достигать своего апогея в самый страшный момент. И главной угрозой остается также человек. Поэтому прежде всего нужно быть внимательным к людям, а также к своим близким, чтобы в этот праздник они не попали в беду. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и всех с Хэллоуином. Пока.